Всем привет, с вами Веласкес, и это... Era of Legends. Ребят, думаю, вы уже заметили, что-то давно не было видосов на канале. Причина отчасти в том, что 90% людей смотрят мои видосы без подписки и лайков. В какой-то момент от меня попросту достало, и я решил уйти в творческий отпуск, так как написание гайдов и монтаж видео занимает от 4 дней минимум, а результат себя никак не оправдывает. Поэтому, дружочек, поставь царский лайкосик под это видео и подпишись на канал. Это ведь не так трудно, правда ли? Спасибо тебе, и надеюсь, данный выпуск будет полезен, поэтому приятного просмотра. Ну что, готовы? Погнали! Итак, если ты пропустил мой первый ролик по данной игре, тогда ты просто обязан ознакомиться с ним и пересмотреть его вдоль и поперек. Там реально годные лайфхаки и советы по игре, поэтому чекай быстрее, ведь в данном выпуске не будут повторяться те советы из прошлого ролика, а будут только новье и свежета. Нет слов. И вот мои 10 лайфхаков по игре Era of Legends. Первый лайфхак – это грамотная прокачка опыта персонажа. Большинство новичков совершают ошибки и в первую очередь выполняют сюжетные и дополнительные квесты, а потом уже добирают кап опыта из инстов и квестов репутации. Первым делом собираем кап опыта и ежедневной активности с заданий репутации, инстов, практики, арены и так далее. А потом уже после достижения капа начинаем выполнять сюжетные квесты. Это позволит вам получить опыт сверх установленных ограничений. Не знаю, баг ли это или нет, но пока этот способ работает, нужно им пользоваться. Второй лайфхак – это правильная расстановка камней в снаряжении, так как тыкая все подряд в пустые слоты, вы добьетесь повышения БМа, однако по факту выдавать ДПСа вы не будете. Для начала вам необходимо ознакомиться с вашим классом и понять, какие камни вам нужно собирать, а какие продавать не раздумывая. Всю необходимую информацию по статам от камней вы найдете во вкладке «Персонаж». Уделите этому 5 минут своего времени, чтобы потом не тратить пару часов на перепродажу и перестановку камней. Также не нужно собирать все камни одного цвета и одного стата, и дальше я расскажу почему. К примеру, для варлока или ведьмы, как в данной игре называют данный класс, необходимо желтые камни собирать на стойкость, так как данный стат придает персонажу не только очки жизни, но и немного других статов. Красные камни собирать на атаку и интеллект, каждого вида по 5 штук или хотя бы 8 к 2, так как в дальнейшем вы соберете кап статов и излишки статов просто не будут учтены. Поэтому важно разбавлять камни одного цвета разными статами. Синие камни также поставить 4 штуки на крит и хотя бы 1 на меткость. Если вы не согласны со мной, то пишите в комментариях, мне будет интересно узнать ваше мнение. Третий лайфхак – это выбор снаряжения. И всегда то снаряжение лучше, которое дает выше статы. Мы разберем на примере снаряжений синего и фиолетового качества. То же самое относится к фиолету и суперфиолету. При выборе снаряжения обращайте внимание на параметры и бонусы от них. Таким образом лучше оставить снаряжение фиолетового качества с полным набором фиолетовых параметров, так как бонус при фуле параметров составляет 10%, нежели снаряжение синего качества, где бонус всего лишь 5%. Четвертый лайфхак – это закалка. Знаю, что многие в тот момент, как им выпадает очередная шмотка, пропускают ее через закалку и переносят статы значением выше прежнего. Я и сам так делаю, совершая те же ошибки, и вот почему. Закалка, как и камни, нуждаются лишь в тех статах, которые важнее вашему классу, а не перенося все подряд. Я согласен, вы получаете высокую боевую мощь от рандомных высоких статов, но это лишь будет вашей оберткой, а как известно, провожает по уму. И здесь также вы не сможете выдавать высокого ДПС, так как, к примеру, физа маг защиты на снаряжении дамагера не будет никак влиять на атаку, а на цифру БМ они влияют, но толку-то. Поэтому пусть у вас будет ниже БМ, но зато только нужные вам статы, из которых будет складываться ваш ДПС. Пятый лайфхак. Фармите дружбу. Собирайте пачку от 3 до 5 человек и вперед проносить любимую вами локацию начальных уровней. Обычно из инстов выбирают пещеру плача на обычном уровне сложности. Перед прохождением советую распределить роли убийства боссов между игроками. Убив 3 боссов, вы получаете 500 очков дружбы за один проход. Всего в неделю доступно 21 тысяча очков дружбы, фармя ее различными способами. Прохождением инстов без получения награды и помогая соратникам в убийстве полевых мобов по заданиям. В магазине дружбы за данные очки вы сможете приобрести ценные материалы для профессии и наживки. И не вздумайте их тратить на капканы и свитки. Шестой лайфхак. Активно пользуйтесь магазином. Кроме ранее сказанного магазина дружбы, еще стоит обратить внимание на темный метеорит во вкладке скидки временные скидки. Ежедневно можно приобрести до 5 метеоритов. Использовав каждый, мы получим на выбор следующие награды: 10 эликсиров пробуждения, 1 идеальный корм, 5 пакетов самоцветов первого уровня на выбор, 1 сундук с рандомной книгой навыков, 1 совершенный капкан. Я ежедневно покупаю 5 метеоритов и выбираю пакеты самоцветов в количестве 25 штук на выбор. В итоге каждый камень по стоимости выходит 16 тысяч серебра, вместо 20, как они стоят в магазине. Во вкладке распродажи недели можно испытать удачу счастливого сундука с предметами всего за 400 золотых. Иногда там выпадают реально стоящие материалы. Во вкладке монеты советую скупать сундуки с серебром, так как серебро в данной игре всегда в дефиците. 10 сундуков по 1000 золотых дают нам 100к серебра. В магазине гильдии скупайте наживку за очки вклада. Также здесь можно приобрести и другие ингредиенты, но я не советую без крайней необходимости этого делать. На аукционе некоторые вещи
можно купить подешевле. В магазине Слава в первую очередь скупаем пакеты самоцветов первого уровня с рандомными камнями и звездный блеск, и при крайней необходимости в ингредиентах для профессии покупайте материалы. Но их лучше скупить в магазине Дружбы, который мы разобрали чуть ранее. В магазине опыта также можно ежедневно приобретать до 50к серебра за очки опыта, которые вы получаете в том случае, если у вас достигнут кап опыта ежедневной активности. 7-й лайфхак. Лучшее вложение это в камни и фамильяры, в отличие от снаряжения, которое вы будете менять каждые 5-10 уровней. При замене снаряжения камни никуда не пропадают, они автоматически переносятся в новое снаряжение. Также и все вложения фамильяров можно вернуть за один клик по кнопке перерождения. Вы получите обратно все ингредиенты, которые вы потратили на апгрейд данного фамильяра, и соответственно без труда сможете проапгрейдить любого другого фамильяра. Советую равномерно апгрейдить фамильяров и также равномерно поднимать им звездный уровень. Уровень звезд напрямую зависит от звездной силы, которая увеличивается по мере апгрейда звезд у фамильяров. 8-й лайфхак. Чарьте и эволюционируйте вашу экипировку. Чарка дает весомый буст БМа, пусть даже и всего на неделю. Ингредиенты выпадают как с временных событий, так и при продаже снаряжения. Постарайтесь прочарить вашу экипировку хотя бы чарками первого уровня. Эволюция же дает как ощутимый буст к БМу, так и открывает ранее недоступный тайный навык при получении нового облика вашего оружия. 9-й лайфхак. Выбирайте адекватную и стабильную гильдию, желательно в первой десятке топа. За участие в событиях, практике при взносе в гильдию золота и убийстве гильдейских боссов вы будете накапливать очки вклада, за которые вы сможете как приобрести товар в магазине гильдии, так и изготовить снаряжение в мастерской гильдии. Гильдейских боссов также дропаются значки и снаряжения суперфиолетового качества, а каждый понедельник вы сможете обналичить жалование гильдии. Плюшек от гильдии очень много, вы и сами сможете разобраться в них. 10-й лайфхак. Активно участвуйте в ярких событиях. Их изучению стоит уделить особое внимание, так как в этот период можно весомо поднять БМ и получить разные плюшки. Ставь лайкосик под видео, если хочешь видеть от меня разборы временных событий и лайфхаки по ним. Если я увижу, что вам это интересно, ответочка не заставит долго себя ждать. Если остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. На этом у меня все. Спасибо за внимание, всем удачи! Если вам понравилось данное видео, оно вам было хоть как-то чем-то полезным, поставь суцерский лайк и подпишись на мой канал, для меня это важно. С вами был Веласкес, увидимся в игре.